Суровая правда современности заключается в том, что сейчас очень трудно найти что-то столь же важное и интересное, как наш смартфон. Мы безумно любим свои телефоны и никогда с ними не разлучаемся. Вспомните, какими беспомощными мы себя чувствовали в последний раз, когда теряли свой телефон. Или когда уходили куда-то и забывали его дома. Даже отправляясь в путешествие, самое главное, что мы проверяем, это не забыли ли паспорт, кошелек и телефон. А если забыли, то не находим себе места, пока не вернемся и не заберем его. Да, возможно, где-то на уровне подсознания мы понимаем, что все это как-то неправильно. И, возможно, смартфоны, от которых мы стали так зависимы, даже несут нам некую скрытую угрозу. Но все его преимущества вытесняют эти мысли, так что мы предпочитаем вообще не думать о подобных вещах. Мы используем наши смартфоны каждый день, буквально каждый час. Это первое, что попадает к нам в руки после пробуждения, и последнее, что мы держим в руках, отходя ко сну. И признайтесь, многие из нас берут их даже с собой в уборную, чтобы было чем заняться, пока мы заняты другим процессом. Ну, вы понимаете, о чем я. Но дело в том, что наша, казалось бы, безобидная зависимость от смартфонов приводит к одной очень серьезной проблеме. Мы перестаем слышать и чувствовать самих себя. Раз за разом, отвлекаясь на это чудо техники, мы не обращаем внимания на собственные потребности и уже не замечаем, что не способны находиться в комнате наедине только с собой и своими мыслями, свободно текущими в нашем сознании, которые раньше позволяли нам отследить свою внутреннюю боль, желание, сожаление и волнение. И самая большая проблема вовсе не в том, что мы стали настолько зависимы от телефонов, что во всем полагаемся на них, а в том, что мы делаем их смертоносным оружием для уничтожения самих себя. Конечно же, смартфоны не созданы для того, чтобы нам навредить, но они могут это сделать. Точнее, мы используем их, чтобы вредить себе. Кстати, может быть, кому-то не нравится слово «зависимость», но иначе описать эту склонность попросту нельзя. Ведь это практически необратимая привычка, которая позволяет нам убежать как от радостей, так и от проблем самопознания. Сколько всего полезного мы можем узнать благодаря Google и своим смартфонам. Найти карту города, чтобы добраться до какого-то адреса. Посмотреть результаты Олимпийских игр в Токио. Найти определение слова «тавтология», о котором нам написали в комментариях. Или блеснуть в разговоре какой-то умной цитатой Ницше, которую мы нашли минуту назад через поисковик. Казалось бы, какой замечательный неограниченный ресурс информации. Но у этого ресурса есть нежелательный побочный эффект. Мы привыкаем во всем советоваться с нашими телефонами, а не с собой. Полагаемся на предмет, вместо того, чтобы развивать собственную память. Ведь мы и сами знаем очень много разных фактов. Пусть даже не таких умных и гениальных, как может подкинуть нам Google. Но тем не менее, из этих фактов формируются наши самые лучшие идеи. Если бы только мы могли уделить им достаточно времени и внимания. Во все времена люди ценили возможность хотя бы ненадолго сбежать от цивилизации и погрузиться в природу. Ведь это ни с чем не сравнимое ощущение увидеть серое безразличие океана или яркое необъятное звездное небо. Но наши телефоны – враги такого опыта. Потому что даже если мы будем где-нибудь на песчаных дюнах в Кении любоваться закатом солнца, они все равно будут пищать у нас в задних карманах. Наши смартфоны словно специально созданы, чтобы бесконечно напоминать нам о вещах, которые нас беспокоят. И сами того не желая, они лишают нас реальной помощи, которую может нам дать
лишь величие природы. А сколько романтических моментов они разрушили. Представьте, вы в обнимку с любимым человеком наблюдаете за сиянием огней Эйфелевой башни в Париже. А в этот момент вам приходит уведомление о скидках на доставку еды у вас дома. Или 25 подруг откомментировали вашу фотографию. И какой-то незнакомец пытается позвонить вам через мессенджер. Мы постоянно используем телефоны, чтобы они напоминали нам обо всех датах и встречах. Но мы не задумываемся, что на самом деле существует лишь малое количество событий, о которых нас действительно стоило бы предупреждать. У нас стоят автоматические напоминания о сеансе у стоматолога, о годовщине годовщины наших родителей, о дне рождения кошки приятеля, с которым мы за всю жизнь едва ли перебросились парой фраз. Мой телефон, например, любит мне напоминать перед поездкой глубокой ночью, что сегодня после обеда я заселюсь в отель. Конечно, это самая важная информация, которой меня следует разбудить в 2 часа ночи, когда мне в 6 утра вставать на самолет. Да, среди всего этого мусора есть действительно важные уведомления о встречах, о которых нам следует помнить. Но когда мы уже начнем ставить уведомления для встреч с самим собой? Чтобы провести время собственными заботами и понять их, а не просто страдать от беспокойства, которое они создают. Самое грандиозное и самое худшее – это наше последнее свидание со смертью. Мы не знаем, сколько времени у нас осталось, но было бы неплохо, если бы у нас стояло уведомление с днем, временем и желательно фактом нашей смерти. А в идеале нам следует каждое утро получать сообщения вроде «Memento homo, quia pulvises, et in pulverem reverteris». Помни, человек, что ты сделан из праха, и в прах возвратишься. Наши телефоны кажутся нам удивительными. Маленькое чудо науки и техники. Мы так высоко ценим их, потому что сравниваем с прошлым, а не с возможностями будущего. Ведь 20 или 40 лет назад не было ничего такого же потрясающего. Но подумайте, насколько же они на самом деле примитивны в сравнении с технологиями, которые будут изобретены в будущем, когда они действительно станут помощниками в нашем развитии, а не в деградации. А пока мы так далеки от этого, мы можем найти у себя в телефоне карту метро Парижа, но не схему того, что на самом деле думает или чувствует наш любимый человек. Телефон помогает нам следить за 15 новостными агентствами, но не подскажет нам, сколько мы убили времени, читая ненужную информацию. Он категорически отказывается различать самые глубокие потребности нашей души и ненужный хлам. Возможно, в далеком будущем телефоны станут мудрее нас. Они будут добрыми, а не просто услужливыми. Будут знать, как предотвратить наши глупые решения или воспитать в нас самые лучшие качества. А пока мы заслуживаем лишь сожаления, что родились в такое первобытное время. Пока записывала это видео, мне пришло уведомление от Фокстрота, от Окко и от какого-то чат-бота в Телеграме. Ну класс вообще.